Сколько кед я уже износил, сколько кед я уже искатал. Ни разу не было такого, что был супер-пупер-мега-супер-мега клей. Сегодня я хочу записать видео о том, как можно быстро, просто и вообще с минимальными затратами в плане финансов починить обувь до катки. И для этого я не буду использовать никакую там шугу, заплатки, изоленту, скотч там и так далее. Все намного проще. Немного информации о том, в чем я обычно катаюсь. Вот у меня в кадре кеды. Я сейчас в Турции. И это какие-то супер-пупер турецкие, не знаю, кеды. US Polo. Если кто знает, может быть, бренд. Хотя за брендами я вообще не гонюсь. Суть в том, что я катаюсь практически всегда в кедах. Такие вот кеды. Самые обычные, вообще самые дешевые. Стоят они, точно не помню, то ли 180, то ли 200 лир. И вот, то есть по нынешнему курсу примерно 800 рублей где-то. Ну, а обычную скейтерскую обувь вроде Вансов, DC Shoes, Nike SB и так далее я принципиально не использую, потому что я против огромных трат на обувь. Мне, короче, пофигу, я катаюсь в таких вот. Я придерживаюсь того принципа, что лучше купить 10 пар вот таких вот дешевых бичевских кидосов и катать каждый месяц в новой паре, грубо говоря, чем купить один раз какие-нибудь там, не знаю, фолины, DC шузы или вансы и в них катать там, не знаю, полгода или насколько их там хватает, хер знает. В любом случае, кстати, у любых, насколько бы прочная обувь не была, у них, если у них крякнет подошва, то есть там где-нибудь вот здесь вот обычно дыра появляется. Если здесь появится дыра, то по факту уже с этими шузами делать нечего, потому что даже если заклеить эту дыру, я пробовал так делать на обычных кедах, даже если эту дыру заклеить, то все равно это клей, он чувствуется на этой подошве, и кататься некомфортно, это отвлекает, это раздражает, и, ну, в общем, вы меня поняли. В этих кедах я вот катаюсь уже более месяца, конечно, этот срок, в принципе, небольшой, но учитывая, что я катаюсь стабильно там 2-3, бывает чаще, раза в неделю, ну, то есть там от 2 до, не знаю, там до 4 раз в неделю я стабильно катаюсь каждую неделю. Если, конечно, там дождь и идет, ну, это редко. И, в общем, вот такой вот результат. Я регуляр, катаюсь левой ногой вперед, получается, и вот в таком состоянии у меня сейчас кеды. Основная проблема у нас вот здесь, вот что у нас вот здесь вот уже материал вот этот тоненький, не знаю, ну-ка, пробую сфокусировать. Не фокусируется. Но здесь, в общем, тоненький текстильный материал, вот, и если он прошоркается, то тут уже будет сквозная дыра. Вот, здесь я, в принципе, подклеивал суперклеем, здесь у нас тоже подклеено, а вот здесь тоже тоненькая стеночка осталась из текстиля, и за ней уже все, там уже дыра насквозь будет. Почему вот я опять же катаюсь в кедах? Нос у кед — это, я считаю, самая прочная часть, потому что сколько кед я уже износил, сколько кед я уже искатал, ни разу не было такого, чтобы у кеда, у ноуза, вот здесь вот дыра насквозь прошоркалась. Ни разу вообще такого не было. Максимум, что было, что у меня вот в этом месте до ткани протиралась, ну и там ткань зацеплялась где-то там, не знаю, наполовину ткань дырявилась, но не насквозь. Насквозь еще ни разу такого не было. Обычно кеды восстанавливают таким суперизвестным легендарным клеем шуга, точнее шугу, ну шуга, в общем, вы поняли. Но шуга, она дорогая, во-первых, там тюбик 5 мл, я вот сейчас перед записью смотрел, 5 мл с небольшим тюбик, он стоит
как минимум 300 рублей я видел. В каком-то сквер скейтшоп, что ли. Ну, неважно. Суть в том, что он стоит 300 рублей, довольно-таки дороговасто за такой маленький тюбик. И Шуга, он дольше сохнет. И вообще Шугу не в каждом магазе можно найти. Особенно вот если речь идет про локальные скейтшопы. Не в каждом городе можно найти эту Шугу, разве что заказывать с интернета. Мы же будем использовать для починки этих кет обычный цианакрилатный клей, он же суперклей, он же секундный клей, он же, не знаю, клей-момент, иногда его еще называют. Ну, суть в том, что это обычный цианакрилатный клей. Вот, неважно, какого он бренда. Это может быть суперклей, клей-момент там, и так далее. Там супер-пупер-мега-супер-мега клей. В России этот суперклей, он стоит, не знаю, там, не дороже 100 рублей, это точно. В чем преимущество цианакрилатного клея? В том, что он легко склеивает любые поверхности, неважно, там у нас замша, текстиль, как здесь, вот в этих кет, и это резина, ну, то есть там ноус, например. Либо там, не знаю, кожа какая-нибудь, цианакрилатный клей, он берет все. Главное, чтобы поверхность была, ну, плюс-минус чистая, без всякой пыли, песка, грязи и так далее. Вот. И цианакрилатный клей, он засыхает за минуту где-то и образует очень прочное соединение. Итак, приступим к починке кет. И для этого нам понадобится, как я уже сказал, цианакрилатный клей. Я его уже открыл. И также нам еще понадобится для того, чтобы вот залатать вот эти вот дыры, нам нужно будет что-то туда поместить вовнутрь, то есть чем-то заполнить вот эту вот полость, вот эту вот, ну, то есть. Так, и для этого мы возьмем, как я уже сказал, цианакрилатный клей и возьмем самый важный секретный компонент сегодняшнего видео — это нитки. Нитки, либо можно взять кусочек ткани какой-то там небольшой, ну, не знаю, там пол сантиметра на пол сантиметра, ну, чтобы даже меньше, наверное, чтобы засунуть его вот в полость, вот эти вот дырочки, в общем, и залить их клеем. Я буду брать для этого нитки, буду использовать для этого нитки, потому что я катаюсь обычно в широких джинсах. А широкие джинсы, они, как правило, по размеру мне больше, чем нужно, и мне приходится их обрезать. А когда я обрезаю эти джинсы, у меня получается вот такая вот штука. Такие вот нитки у меня остаются торчать. Вот сколько много. Что я заметил, что их можно очень круто и эффективно использовать для залатывания вот этих самых дыр. Поэтому, ну, давайте начнем с какой-нибудь небольшой дырочки, например, с вот этой вот. Возьмем столько ниток, либо вы можете брать кусочек ткани такого вот размера, ну, по размеру дыры, которая прошуркалась. Либо можно вот брать даже, не знаю, шнурок вот так же вот отрезать столько вот, сюда поместить и залить клеем. Берем, в общем, нитки. Так, нитки. Ну, я думаю, вот столько как раз будет. Хотя нет, даже, наверное, вот столько. Столько, я думаю, будет достаточно. Берем, отрываем и помещаем эти нитки сюда. Так вот аккуратненько их нужно туда разместить. Разместить плотно, и чтобы края были как можно более ровнее. О, я думаю, вот так вот идеально. Да, вот так вот как-то. Блин. Телефон не совсем фокусируется, но уж извините. Так, теперь берем суперклей. Берем кет. Так. И теперь самое важное — не переборщить клея и не пожалеть. Нужно налить клея ровно столько, чтобы пропиталась вот этот материал, которым вы заполняете полость.
Ну, то есть берем вот так вот и пропитываем. Этот вот наш, в данном случае, нитки. Оп, приклеил палец. Да, нужно осторожно обращаться с цианокрилатным клеем, потому что он склеивает пальцы только так. Ну, в общем, вот так вот мы залили это все дело. Так, я думаю, отлично. Так, дальше можно взять вот это вот мелкое. Это заклеено здесь. Она. Это с прошлого раза еще осталось, сохранилось. А вот это вот что-то новенькое. Вот ее тоже давайте заклеим сейчас. Также берем, по тому же принципу берем. Так, берем, оп. Так, потом вот так вот это все складываем, формируем. И помещаем опять же вот эту вот полость. Так. Угу. Сойдет. Че мне там париться? Мне ж не на модном показе в них выступать. Далее опять берем клей и пропитываем вот эту вот ткань, которой мы заполняем полость. Так. Да, можно вот такими вот движениями как бы закрывать этот материал в полости, чтобы он там надежно был, расположен и не цеплял шкурку. Я думаю, идеально. Так, тут у нас уже... Опа. Видите, здесь я что-то клея, видимо, пожалел, и материал не приклеился. Поэтому добавим клея. Угу. Думаю, вот так будет достаточно. Сюда, в принципе, можно было бы даже еще добавить материала, потому что здесь полость не полностью заполнена. Ну, ничего, сойдет. Такие вот мелкие полости можно вообще, в принципе, даже не заполнять ничем, а просто вот так вот закрыть торчащими по краям нитками и залить клеем. Так даже тоже сойдет. Так, у нас осталось вот это вот еще. Вот это вот здесь ткань. Здесь у нас с прошлого раза я чинил, осталось. А здесь, кстати, дыра уже насквозь просвечивает. Можно добавить тоже ниток. Ну, здесь можно подлить просто клеем. Все, думаю. Так, сюда надо ниток немало. Окей. Также по той же схеме берем джинсы или что у вас там. Вот, кстати, зря я, когда джинсы обрезал, обрезанные части выбросил, надо было их сохранить. Но на тот момент, когда я обрезал джинсы, я не знал об этой супер технике восстановления кет. Сам я придумал вот относительно недавно. Поэтому вот использую нитки с самих гач, а не с обрезанного материала. Так, вот у нас нитки опять же, и поместим их вот примерно вот так, я думаю. Да. Да, здесь вот такой нюанс, что когда льете клей, он начинает липнуть к ткани, и нужно
немного постараться, чтобы это все, чтобы вся эта конструкция осталась на месте. Ну, думаю, вот так вот сойдет. Нитки у нас пропитались, должны прилипнуть к самому текстилю кеда. Можно еще вот так вот даже аккуратненько поприжимать, чтобы оно попрочнее склеилось. Так, еще думаю, вот сюда вот на вот эту вот просвечивающую дырку. Где он? Да, вот он. Думаю, сюда еще добавить заплаточку. Ну и ниток, опять же. Уже, как можно заметить, ниток у меня не так уж много осталось. То есть из-за того, что вот я использую эти нитки как раз таки для починки кед. Раньше ниток очень много торчало. Так, берем нитки. Ох ты. Многовато я взял ниток, но ничего, я думаю, здесь, так как здесь дырка насквозь, то, думаю, лучше переборщить, чем недоборщить. Так, налили клея. Так, теперь прижмем, чтобы это все зафиксировалось у нас. Вот так вот это выглядит. Сейчас клей закрою. Ну, думаю, клей мне больше сегодня уже не понадобится. Вот так вот это все выглядит. Пока что блестит. Нужно дать этому всему пару минут, чтобы это все высохло, потому что клея здесь очень много. А вот это вот место, которое я проклеивал, оно уже схватилось, уже все, уже прям прочный, прям как пластик. Цианокрилатный клей, он когда застывает, он, как я уже говорил, становится по своей текстуре как пластик. Ну вот, например, вот здесь можно это даже видеть. Вот он прям блестит как пластик. Это, с одной стороны, хорошо, но с другой стороны, он также имеет свой минус. То, что вот это вот само место склеивания, оно хоть и прочное на стирание, ну, то есть протереть его очень сложно, потому что это как пластик, но оно достаточно хрупкое, и то есть если мы будем вот эту вот ткань, вот это вот место, если мы загнем эту ткань, ну вот так вот сделаем, то это место, оно стопудово, оно просто лопнет вот здесь вот, и то есть разойдется, будет трещина здесь просто. Именно поэтому цианокрилатный клей не стоит использовать на больших площадях, и особенно в местах, где происходит изгиб ткани. То есть, например, если бы я использовал цианокрилатный клей вот здесь, вот где у меня здесь происходит изгиб, вот здесь, например, если бы я его налил, то у меня бы здесь ткань лопнула. Ну, хотя вы видели, вот здесь была тоже лопнутая ткань. Я вот ее заклеил ниточкой вот этой вот заплаточкой. Вот. Поэтому, если есть место, где нужно проклеить там, где происходит изгиб, либо площадь достаточно большая, там, не знаю, какая-то, ну, больше сантиметра, грубо говоря, лучше использовать ту же самую шугу, либо какой-нибудь, не знаю, герметик, либо какой-то другой клей, который не цианокрилатный. Все, в принципе, уже готово. Вот, места мы уже все здесь проклеили, все восстановили. Можно, в принципе, эти кеды надевать и идти на каточку, но может возникнуть такой нюанс, что вы можете надеть кед и можете чувствовать дискомфорт в тех местах, где вот вы производили склеивание. То есть, например, вот здесь вот я чувствую, есть небольшой выступ там вот внутри
внутри, если потрогать пальцем, есть небольшой выступ. Я не знаю, насколько он будет мешаться, если кататься. Ну, в общем, вот, он может мешаться, такое бывает. Для того, чтобы это исправить, вы просто можете взять, не знаю, два каких-то предмета, там, два камня, два молотка, какие-то там плоскогубцы, молоток и так далее. В общем, что-то очень твердое, что можно положить вовнутрь. Ну, сейчас я покажу. У меня есть на этот случай пара камней. Берем камень и кладем его на вот это вот место изнутри. То есть, вот сейчас я камень разместил вот здесь вот. То есть, на вот это вот место, которое я только что проклеил. Берем еще один камень и сверху бьем по вот этому месту проклеивания. То есть, нам нужно его расплющить, чтобы оно не мешало нам внутри кеда. Так. Немного неудобно, но ничего. Так. Вот сейчас уже лучше. Уже вот это вот место, проклеенное нами, оно сплющилось и уже не выступает изнутри кеда. То есть оно дискомфорт нам уже доставлять не будет. Так, что касается вот этого места, вот здесь у нас все отлично. Здесь вот это вот место, оно изнутри совсем не выступает, совсем не чувствуется. Хотя вот это вот можно немного подправить. Берем камень, кладем его вот сюда. Так, где он там? Да, вот так вот я его сейчас положил изнутри этот камень. И берем и плющим вот это вот. Буду плющить вот это вот место, потому что оно изнутри мешается. Так. Вот и сейчас чувствую, что не мешается. Все окей. Главное в этом способе как можно раньше приступать к проклеиванию. Ну, то есть не доводить до вот таких вот огромных дыр, хотя они со временем все равно, конечно, будут образовываться. Нужно как можно раньше приступать к починке. То есть когда у вас ткань только-только начала прошаркиваться. Ну, как, например, я вот починил сегодня вот здесь. Вот у меня была небольшая потертость, ну, примерно такого же размера, как здесь. Вот, я ее залил тут же клеем, и все, и она восстановилась. Даже не пришлось ничем ее заполнять, никакими нитками. Потому что с большими вот такими вот разрушениями цианокрилатный клей, он, так как он хрупкий, он может быть не настолько долговечен. Так что вот это вот очень хорошая альтернатива клею шуге. Цианокрилатный клей легко найти в любом хозяйственном магазине, либо выписать где-нибудь там на Озоне или Вайлдберрис и так далее. Еще один нюанс использования цианокрилатного клея, кроме того, что он склеивает пальцы, нужно быть очень осторожным. Еще один нюанс в том, что так как вот это вот соединение, это вот место, которое проклеено цианокрилатным клеем, оно очень твердое и прочное, оно может быстрее убивать вашу шкурку, чем шуга. Но это в зависимости от места, которое вы клеите. Если это там, не знаю, если это место небольшое, вот такое, например, там, то в принципе оно не повлияет на шкурку. Если же это место большое, как, например, вот это, тогда оно может оказывать влияние какое-то на шкурку, и возможно, ваша шкурка придет в негодность чуть быстрее, чем если бы вы катались в обычных кедах без вот этой вот цианокрилатной проклейки. В общем, так вот выглядят кеды. Схожу на каточку и посмотрим, что с ними будет. Надеюсь, видео было вам полезным, и я буду очень рад, если вы подпишетесь на канал.